друзья, с вами Оз. Сегодня 28 октября, самый разгар осени. Это значит, что все бренды уже повыкатывали модельный ряд следующего года. И поэтому я сейчас еду на презентацию Fuji Bikes 2021. Ну что ж, друзья, добрался я до презентации Fuji, и тут начинаем с модели Fuji Yari. Начальный уровень 2.5 и 2.3 в этом году имеют очень серьезные изменения. Fuji решили заменить хромоль на алюминий, то есть рамы этих велосипедов алюминиевые, но вилка осталась хромолевая. Кто-то решил все-таки перенять негативный опыт трека 520 и реверсировать его. Таким образом, получается что? То есть, как я предполагаю, решили не ставить алюминиевую вилку для того, чтобы она не была слишком жесткая. И решили не ставить карбоновую, потому что карбоновая вилка с таким же функционалом, как и хромолевая, была бы намного дороже. Поэтому решили оставить именно хромоль. Конечно, она чуть-чуть тяжелее, но функционал сохраняется. Ввиду того, что сейчас очень модная тенденция устанавливать передний багажник, загружать его боковыми сумками, а все остальное обвешивать пакингом, то я считаю, что это в принципе целесообразно. То есть таким образом убивается два зайца. Сам велик становится легче за счет алюминиевой рамы, но при этом остается функционал, который необходим для байкпакинга и велотуризма. В общем-то, обе модели 2.5 и 2.3 имеют схожую конструкцию, то есть это алюминиевая рама и хромолевая вилка, но обвесом они все-таки отличаются, и сейчас покажу, в чем именно заключается отличие. Fuji Yari 2.5 комплектуется дуалами Shimano Claris, это начальный уровень. Также установлен Shimano Claris передний переключатель, но задний переключатель установлен МТБшный Shimano Altus. Я считаю, что это правильно, поскольку МТБшные переключи лучше справляются со своими задачами по тем местностям, на которых предназначено использование этого велосипеда. Что касается кассеты, то здесь 11.34 сзади. И, как мне кажется, этого диапазона немного маловато, тем более, что Shimano Altus современный спокойно может брать звезды 11.36. Ну а спереди у нас уже более современное решение, это 46.30, 2 звезды. В этом смысле Fuji очень правильно поступили, потому что, ну, камон, сколько уже можно ставить шоссейные вот эти сковородки на 50 на гравийные велосипеды, тем более, что они там не задействуются абсолютно. А тут решение максимально правильно. И в целом, учитывая то, что сзади стоит Shimano Altus, я предполагаю, что можно будет попробовать и проапгрейдить свой байк на 36-ю кассету, таким образом увеличив диапазон передач и добавив себе вот ту самую понижающую передачу, которая вам понадобится однозначно на апхилах, когда велосипед загружен. Конечно, если кататься на пустом байке, то и 11.34 будет достаточно, но на загруженном, конечно же, 34-й звезды сзади не хватает. Теперь, что касается велсета. Втулки тут формула стандартная на шариках, на эксцентриках, обода VTB SX19 и покрышки VTB Riddler 37 мм шириной, 700 на 37. Ну, конечно, осей здесь нет, это небольшой все-таки, но минус. Но я надеюсь, что в следующем году они исправят эту ситуацию и оси сюда все-таки поставят. Обода пистонированные, но не бескамерные. Точно так же резина не бескамерная. Поэтому, если вы захотите проапгрейдить свой байк на бескамерку, придется велсет немножко поменять. Что касается проводки внутри рамы, то здесь она полная. То есть вся проводка, которая идет через раму, она проходит внутри рамы. Но на вилке, соответственно, такой проводки нет, она идет в классике по верху, как на всех в основном стальных вилках. По зазорам мы видим, что здесь, в принципе, по сантиметру с каждой стороны покрышки, то есть по большому счету 45-я точно войдет, может быть даже 47-я, но это нужно смотреть в зависимости от того, где вы собираетесь кататься, поскольку грязевые зазоры, естественно, будут чем меньше, тем больше будет забиваться грязь. Сзади ситуация немножко другая, сверху у нас зазор намного больше, соответственно, сюда бы и 2.0 спокойно влезло, но снизу почему-то зазор меньше, наверное, из-за того, что идут ограничения в связи с размером передних звезд. Если бы здесь стояла МТБшная трансмиссия, было бы возможно, соответственно, поставить перья более широкие.
Вот, а так получается, что там где-то По 4-5 миллиметров есть, то есть немного шире. 40-ка, я думаю, что войдет без особых проблем. Что касается тормозов, то тут установлены уже известные нам Tektro Mira. Это начального уровня дисковая механика на 160-х роторах. Я бы, конечно, ее потом заменил, но в целом для начала пойдет. Что касается руля, здесь установлен баран с развернутыми дропами на 25 градусов, и у него есть еще развертка где-то 5 градусов внизу на дропах. В целом, как и в прошлом году, достаточно правильное решение для того, чтобы на бездорожье было более комфортно ехать и с более широким хватом иметь лучшую управляемость на песках, бездорожье и так далее. Поэтому в этом плане Fuji еще с первой модификацией сделали очень правильный выбор. Ну и все остальные компоненты, которые здесь установлены, то есть само седло, подседельный штырь, там, вынос, это либо фуджиковские оригинальные, либо их дочерний бренд, которым они комплектуют все свои велосипеды под названием Aval. В принципе, обмотка стандартная. Тут ничего такого экстра на начального уровня великах ожидать не стоит, но в целом по ощущениям, ну, неплохо. Седло тоже стандартно, имеет выемку посередине для того, чтобы уменьшить давление на определенной области и, соответственно, добавить комфорта. снизу верхней трубы, как всегда на Fuji Yari, есть специальная подкладка для того, чтобы было удобно его носить на плече. Тут даже, кстати, варили специально такой уголок, он одновременно и добавляет прочности в этом узле, в перемычке между верхней трубой и подседельной, ну и одновременно, соответственно, будет удобнее закинуть его на плечо и не будет тебе ничем резаться. Теперь по бонкам, по креплениям для всяких наших любимых багажников, и Никейджа и так далее. Тут каких-то новшеств особых нет на вилке, то есть это то же самое, как и в прошлом году. 2 бонки идет на каждой ноге снаружи, и по 2 крепления стандартных под крылья и багажник внизу на дропаутах, и, конечно же, центральное крепление на короне вилки. В принципе, для крепления стандартных багажников этого за глаза, но некоторые виды лоурайдеров закрепить не получится, поскольку внутри ног отсутствуют бонки. Но если ставить лоурайдеры, у которых есть перемычка спереди, соответственно, этой проблемы не будет. На самой раме вы видите 2 бонки сверху для установки фьюэл-тэнков. Стандартная 3 боночки на нижней трубе сверху, 2 бонки на нижней трубе снизу и 2 бонки на подседеле. Что касается заднего треугольника, то тут тоже схема вся максимально упрощенная, стандартная. То есть конкретно здесь установлены бонки вверху перьев и маленькие ушки внизу на дропаутах. Вопрос только в том, что ты либо сможешь установить багажник на эти ушки внизу, либо установить крылья. Ну а теперь посмотрим на Yari 2.3. Он, конечно, немного поинтереснее, поскольку здесь уже дуалы стоят Shimano Sora. То есть это уже не 2/8, а 2/9. То есть более широкий диапазон по кассете. И, кстати, кассета здесь уже, как я и говорил, 11.36. То есть тот апгрейд, который я предлагал сделать на том байке, уже есть на этом. Так что при покупке гравийника вот уже обратите внимание на этот нюанс. Можно не брать какой-то более бюджетный вариант, а сразу взять проапгрейдженный со звездой на 36 зубьев. Задний переключатель Shimano Alivio, спереди точно так же стоит переключ Sora и 4630 передние звезды. А еще тут поинтереснее вилсет, поскольку хоть и втулки те же формула, и они тоже на эксцентриках, но обода тут уже идут VTB STI на бескамерку. Правда, резина все та же VTB Riddler, и ее под бескамерку поставить не получится. Но, по крайней мере, можно использовать уже этот вилсет, заменив покрышку, установив вентиль и залив герметик, соответственно, использовать его под бескамерное использование. Ну а в остальном тут, в принципе, все то же самое. Все тот же овал седла, такой же руль, такой же вынос. В целом модели очень похожи, просто цветовые решения немного разные. И на 2.3 более интересная трансмиссия и более интересный вилсет. Поэтому я бы рекомендовал смотреть именно в сторону Yari 2.3. Ну а дальше уже кому как нравится по цветовой схеме и, соответственно, по бюджету. Если на 2.3 не хватает, то тогда, естественно, нужно смотреть 2.5 и иметь в виду, что можно, скорее всего, будет поменять кассету на более жирную, соответственно, получить практически то же самое, что и 2.3.
Но сейчас мы проведем следственный эксперимент и сравним по весу Fuji Yari 2.3 прошлого года и новый 2021 года. 2021 года Fuji Yari 2.3 весит 12-24. Ну, с учетом погрешности, потому что это канторные весы, там плюс-минус 100 грамм точно. Ну и, конечно, это вес с педалями, потому что это тестовый велик, и он сейчас с педалями. Без педалей, соответственно, он будет весить на грамм 500 меньше, это точно. Теперь сейчас взвесим предыдущего года модель и посмотрим на разницу. Ну а фуджик предыдущего года весит на кило больше, 13300. Так что разница есть, разница в 1 килограмм. Эта разница, в принципе, существенная. Но тут уже выбирать каждому свое, кому-то комфорт и стальную раму, кому-то меньший вес и алюминиевую раму. Следующий байк это Fuji Yari 1.3, алюминиевая рама, полностью карбоновая вилка, причем карбоновый шток идет и карбоновые ноги. Этот байк уже на осях, спереди оси 12 на 100, сзади 12 на 142. Данный байк собран на SRAM, здесь установлен группсет SRAM Apex 1.11. Спереди звезда на 40 зубьев, сзади 11.42. Диапазон очень хороший. Возможно, некоторым ребятам понадобится установить чуть-чуть поменьше переднюю звезду, если ездить с байкпакингом и по каким-то горным местностям. Точно так же, как все предыдущие байки, рама имеет полностью внутреннюю проводку. И кроме того, вилка имеет внутреннюю проводку. Тормоза здесь дисковая механика TRP Spire на 160-х роторах. Лично мне Spire не очень нравятся. Я больше люблю Avid, потому что они как-то более эффективно тормозят. И может быть это соотношение колодок и роторов. Но, собственно, разница существенная, поскольку у меня были и Avid на бомбтреке, и Spire на сальсе, и Spire как-то так очень чувствительны к качеству рубашки и все остальное. Поэтому лично я бы все-таки предпочел Avid. Что касается вилсета, то тут также установлены втулки Формула, ВТБшная бескамерная вода и ВТБшная бескамерная резина. Так что, по сути, только вентиль поставить, проклеить, залить герметик и можно катить. Ну а зазоры здесь огромные, наверное, больше, чем по 1,5 сантиметра с каждой стороны спереди. Сзади приблизительно такое же расстояние, так что можно будет спокойно втулить резину под 2 дюйма. Теперь пройдемся по, опять же, нашим любимым креплениям. На вилке присутствует 3 бонки на каждой ноге снаружи и по 2 бонки внизу. Одна на дропауте и одна над ним. Также обратите внимание, что есть бонка спереди на короне, но это не сквозное отверстие. И скорее всего, как и на вилках сальса, оно предназначено именно для установки света, а не для установки багажника, потому что он просто не выдержит. Тем более, что здесь есть внутри ноги проводка под динамо свет. По бонкам на самой раме тут стандартная, опять же, схема. 3 бонки на нижней трубе сверху, 2 бонки на нижней трубе снизу и 2 бонки на подседельной трубе для крепления флягодержателей. Сзади, точно так же, как и на младших моделях, присутствуют бонки для крепления крыльев либо багажника. Кстати, круто, что Fuji на всех моделях, начиная от самой простой, защитили перо, и есть специальная резиновая, такая достаточно мощная накладка на пере, которая будет предотвращать удары цепи. Еще одна особенность заключается в том, что Fuji на Yari 1.3 установили уже каретку T47. То есть это как BB30, только резьбовая. Ну, в общем-то, все плюсы размера BB30 и резьбовой каретки совмещены. Ну а в остальном, то есть руль, седло, подседельный штырь, там, тот же вынос, это все то же самое, что и стоит на более младших моделях. Ну и самый интересный байк на сегодня это Fuji Yari 1.1. Алюминиевая рама, полностью карбоновая вилка с карбоновым штоком, карбоновый подседельный штырь. Естественно же, развернутый руль. Рама имеет полностью внутреннюю проводку, вилка также со внутренней проводки. Также есть проводка для дроппер-поста. Я не знаю, кто у нас будет дроппер ставить на гравийник, но, в принципе, было бы прикольно. Каретка Т-47.
Сейчас на все большем количестве велосипедов начинают ее использовать, так как ее преимущество, в принципе, оправдано. По бонкам 3 на внешней стороне ноги, справа и слева. Дополнительно бонки над дропаутом и на самом дропауте для крепления тех же крыльев. Одна бонка на короне вилки для крепления динамо света. Точно так же в правой ноге есть проводка для динамо света, и выходит она в короне вилки. Здесь тоже стандартно на раме. 2 бонки на верхней трубе сверху, 3 на нижней трубе сверху и 2 на нижней трубе снизу, и 2 бонки для флягодержателя на подседельной трубе. Также есть специальный упор для того, чтобы носить свой велосипед на плече, что очень удобно. Велосипед на осях 12 на 100 и 12 на 142, на дисковых гидравлических тормозах и трансмиссии полностью Shimano GRX 810. То есть здесь гидравлические дуалы, трансмиссия 2 на 11, спереди перекидка GRX, шатуны FSA и по звездам спереди 48-32, сзади 11-34. Это, наверное, связано с тем, что этот велосипед больше рассчитан под более спортивное использование. В любом случае, если захотите его использовать под байкпакинг, можно заменить кассету на 11.36, так как GRX 810 точно будет поддерживать эту кассету. Велсет на втулках на осях, обода Alex Rims под бескамерку и под бескамерку, естественно, здесь установлены покрышки. Так что, опять же, заменяем вентиль, обматываем лентой, заливаем герметик и погнали. Интересная особенность, что на рамах Fuji Yari сейчас отсутствует верхний мост между перьями. Это сделано для того, чтобы, очевидно, они были чуть помягче. И все равно можно закрепить крыло, поскольку они здесь установили специальную перемычку, на которую, соответственно, это крыло и фиксируется. По зазорам, точно так же, как и на младшей модели Yari 1.3, здесь прям капитальные зазоры. Я думаю, что 2.0 должна все-таки помещаться. Лично для меня модельный ряд гравийников Fuji 2021 оказался весьма интересным, как минимум по той причине, что Fuji не перестают меня удивлять уже 2-й год подряд. Правда, в этом году немножко в другом ключе, поскольку я абсолютно не ожидал увидеть алюминиевую раму вместо хромолевой на Fuji Yari 2.5 и 2.3. Как мы уже выяснили экспериментальным путем, наиболее вероятной причиной такого решения замены рамы является снижение веса. И лично для меня разница в 1 килограмм не является настолько критичной, чтобы я был готов пожертвовать комфортом. Хотя для кого-то, может быть, это и не так. Честно говоря, я не знаю, возможно, Fuji стоило оставить хромолевую модель и выпустить дополнительную, вот такую для экспериментов с алюминиевой рамой и хромолевой вилкой. Возможно, я просто чего-то не понимаю, и Fuji опередили свое время. Что скажете? Ну а из всех гравийников мне больше всего зашел Fuji Yari 1.1 на GRX, на гидре, с карбовилкой, карбоштоком, проводкой под динамо свет, внутренней проводкой рамы, и все вот это вот завернуто в очень красивый дизайн с оливовым цветом. И, как я считаю, эта модель действительно заслуживает какого-то внимания. В этом году я планирую побывать еще на нескольких презентациях, поэтому обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропускать самые свежие обзоры новинок следующего сезона. Ну а если выпуск вам был полезен, обязательно поддержите его лайком и дерните за колокольчик внизу под этим видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!